Украина готовится к затяжной войне. Суммы могут стать серой зоной. При этом в самой стране политические расколы, чистка и борьба за власть. Британская пресса проехалась по украинскому правительству и прогнозирует разруху. Кого критикуют? Россия под ударом беспилотников. Украина атакует регионы РФ. Путин резко обратился к Западу. Что сказал? Немецкие войска у границы РФ и Беларуси. Заявление президента Германии из Вильнюса. Кому адресован месседж? Китайский удар по французской оборонке. Дерзкое обвинение из Парижа в адрес Пекина. Попытка срыва многомиллионных контрактов на покупку французских истребителей. Трамп встречается с Нетаньяху. Главная тема – война на Ближнем Востоке. Почему переговоры могут пройти не в Белом доме? БРИКС без Путина и Си Цзиньпина. Бразилия отказалась обеспечить безопасность Путина по прилету. Что заявил Кремль? Белорусов готовят к боевым действиям. Россия наносит удары по украинским военкоматам или же ТЦК, а в Италии распродают дома за 1 евро. Обзор событий досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Германия пускает корни в Литве для укрепления восточного фланга НАТО на границе с Россией и Белоруссией. Немецкий президент накануне побывал в Вильнюсе, где заявил: бригаде немецких войск в Литве быть. Штайнмайер говорит, что это часть обязательств Берлина по обеспечению безопасности союзника по НАТО. Речь о 45-й бронетанковой бригаде вооруженных сил Германии. К концу 2027 года около 5000 солдат и офицеров Бундесвера будут на постоянной основе в стране на случай той самой войны между Россией и НАТО, о которой сейчас активно говорят. Разместив немецкую бригаду в Литве, мы даем долгосрочное обещание. Ваша безопасность – это и наша безопасность. Эта новая бригада подтверждает нашу взаимную ответственность и демонстрирует приверженность Альянсу. Мы знаем, что тот, кто защищает Литву, защищает Европу и европейские ценности. Я горжусь тем, что моя страна сегодня так решительно стоит плечом к плечу с Литвой, ведомая дружбой, ответственностью во имя свободы и Европы. Размещение подразделения за рубежом является частью инициативы немецкой политики безопасности, известной как «переломный момент», которая была объявлена прежним канцлером Олафом Шольцем. Новый канцлер Мерц продолжил политику своего предшественника. В мае этого года он побывал в Литве на переговорах с Науседой. Переговоры Трампа и Нетаньяху в США уже 7 июля. Они вновь встретятся. Премьер Израиля отправился к своему американскому другу, чтобы обсудить детали соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении израильских заложников. В отличие от предыдущих встреч, переговоры могут пройти в неформальной обстановке, за ужином, а не в овальном кабинете с традиционными заявлениями для прессы. В аэропорту Нетаньяху рассказал, о чем будет говорить с Трампом. Это возможность расширить круг мира гораздо дальше, чем мы могли себе представить ранее. Мы уже изменили лицо Ближнего Востока до неузнаваемости, и у нас есть возможность и способность изменить его еще больше и принести великое будущее государству Израиль, народу Израиля и всему Ближнему Востоку. Напомню, Times of Israel со ссылкой на свои источники сообщал, что Хамас выдвинул свои условия мирной сделки с Израилем. В частности, исламистская группировка требовала, чтобы Цахал вернулся на позиции, которые он занимал после завершения предыдущего перемирия. В канцелярии Нетаньяху уже отвергли требования Хамас. Тем не менее, страна отправила делегацию в Катар для непрямых переговоров с Хамас. При этом накануне, перед вылетом на эти переговоры, йеменские хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по главному международному аэропорту Израиля Бен-Гурион. При этом в пресс-службе движения уточнили, что для атаки использовали свое технологическое детище – ракету «Палестина-2». Хуситы утверждают, ракета достигла своей цели и остановила работу аэропорта. Однако в армии Израиля опровергли эту информацию и заявили, что «Палестину-2» сбила ПВО. Наши операции в поддержку будут продолжаться до тех пор, пока не прекратится агрессия против Газы и не будет снята блокада. По милости Божьей, мы готовы и способны реагировать на любые события, которые могут произойти в ближайшие дни. Конца войны не видно. Украина снова продлевает всеобщую мобилизацию и военное положение, как и прежде, на 90 дней. Законопроект вынесут на голосование уже на этой неделе. По словам нардепа Железняка, Зеленский уже в 16-й раз продлевает военное положение, которое могло бы быть отменено, если бы было достигнуто соглашение об окончании войны. Так ранее говорили в офисе президента Украины. Сейчас же Украина готовится к новому раунду переговоров с Россией, третьему, но ни одна из сторон так и не назвала точной даты встречи.
встречи. Тем временем в украинском медиа вновь дают понять, Киев не поддастся на ультиматумы Путина. В частности, в вопросе сокращения украинской армии и ее вооружения, а также остановки военной помощи от союзников и развития украинского ВПК. Кроме того, в Украине рассказали, почему встречаются с российской делегацией. Предлагаю послушать. Во-первых, если удается решить гуманитарные проблемы, вернуть людей, ради этого, я считаю, стоит ехать и слушать любые исторические бредни, если после этого возвращается 1000 человек, а потом еще больше. Второе, не менее важное, политическое и коммуникационное задание – не дать никому обвинить Украину в том, что она якобы не хочет мира. Таких попыток достаточно много в разных кругах, даже в странах-союзниках. Обвинить Украину, будто она препятствует миру. Чтобы продемонстрировать, что это неправда, Украина отправляет делегацию, даже учитывая, что уровень россиян очень низкий, например, тот же Мединский и все остальные. О новой тактике России на фоне пока недостижимого прекращения огня пишут украинские медиа. Россия начала бить по зданиям ТЦК, проще говоря, по украинским военкоматам. Лишь за последний месяц совершены 3 атаки на ТЦК в Кривом Роге, Полтаве, а накануне и в Кременчуге. ВСУ считают, что это попытка срыва мобилизации. Враг очень боится притока военнослужащих в нашу армию. Учитывая это, мы ожидаем, что попытки таких ударов могут продолжаться. Со своей стороны мы будем делать все возможное, чтобы обезопасить военнослужащих, работающих в ТЦК и СП, а также гражданских, которые обращаются в эти центры. В России тем временем официально не комментировали эту тактику нанесения ударов по зданиям ТЦК. Там сейчас внимание приковано к длительной и масштабной атаке со стороны ВСУ. Уже несколько дней в российском небе стаи украинских дронов, которые преодолевают сотни километров. Под прицелом не только юг РФ, летят БПЛА в Ленобласть, а также на столицу, Москву. Лишь накануне вечером мэр российской столицы Собянин заявлял об уничтожении сразу 6 беспилотников. В аэропортах по-прежнему вводят режим ковер. ПВО Минобороны сбили 6 беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Зеленский при этом говорит и об ударе санкционном. Накануне Украина ввела ограничения против российских компаний и физлиц. В дальнейшем Киев хочет синхронизировать санкции с ЕС. Это непростая работа. Санкционные правила различаются в мире, но цель у нас общая – заставить Россию прекратить войну и максимально ограничить ее потенциал. Санкции уже лишают Россию будущего и должны значительно осложнить повседневность российской системы. Путин также не молчит. Он со своей стороны уверяет, что Россия уничтожила большое количество техники ВСУ, в частности с помощью дронов. Кроме того, Путин резко обратился к Западу и жителям ЕС, намекая на то, что их налоги тратят не на развитие их же стран, а на войну в Украине. По оценкам наших специалистов, всего беспилотники, направленные по линии ОНФ, сожгли вражеской техники более чем на $2 миллиарда. В то же время системы РЭП правильно. Пусть налогоплательщики западных стран услышат эти цифры и подумают, куда их правительство тратит их народные денежки. И чем дальше они будут проводить политику, которую проводят в отношении России до сих пор, тем хуже будет у них. Путин при этом накануне мог быть арестован, но избежал этого, не полетев на саммит БРИКС в Бразилию. Российские медиа пишут, что принимающая страна отказалась обеспечить безопасность Путину на своей территории, как это год назад сделала Монголия, отказавшись при этом выполнять требования Международного уголовного суда по аресту. Вместо Путина в Рио-де-Жанейро прилетел Лавров. Сам же Путин присоединился к саммиту по видеосвязи. Говорит, БРИКС превосходит страны Большой Семерки по экономике, поэтому надо расширять использование нацвалют внутри объединения. Он также считает, что однополярная система международных отношений исчерпала себя, и ей на смену идет более справедливый многополярный мир. Необходимо и далее расширять использование национальных валют во взаиморасчетах. Создание на площадке БРИКС независимой расчетно-депозитарной системы, как представляется, позволит сделать валютные транзакции более быстрыми, эффективными и безопасными. К слову, применение национальных валют в торговле между нашими государствами неуклонно растет. Западные медиа при этом отмечают, БРИКС в этом году проходит и без личного присутствия Си Цзиньпина. Financial Times пишет, Китай не объяснил отсутствие Си, что ставит под вопрос значимость мероприятия и его способность принимать значимые решения. Некоторые новые члены привнесли новые разногласия в BRICS-X, который и без того испытывал трудности с согласованностью и был разделен между демократиями и автократиями. Примерно половина лидеров группы планирует пропустить саммит в Рио-де-Жанейро, включая 2 наиболее известных –
президента Китая Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина. Друзья, что думаете об ударах России по ТЦК, налете беспилотников на Россию, обращении Путина к Западу, а также о решении Бразилии, которая решила не обеспечивать безопасность Путину? Пишите свое мнение в комментариях. Спасибо вам, как всегда, за эту обратную связь. И спасибо, что возвращаетесь ежедневно и смотрите. Знаю, что часть из вас делает это без подписки. Подпишитесь и, как всегда, если не затруднит, лайкните это видео. Ваш один клик очень важен для меня. Спасибо, а я продолжаю. Внутриполитическая борьба и хаос в Украине. Британская пресса пишет об огромном количестве проблем, с которыми сталкивается страна. The Economist уточняет, без признаков перемирия Украина готовится к затяжной войне. Новости с фронта тревожные. Суммы могут стать серой зоной. Наступление на Донбассе не прекращается, а страна переживает ежедневные обстрелы. При этом не менее тревожным является фон внутриполитических расколов, чисток и борьбы, которые могут разрушить страну изнутри гораздо сильнее, чем действия России, говорится в материале. The Economist пишет о 3 событиях, к которым было приковано внимание в июне. Это обвинение в коррупции вице-премьера Украины Алексея Чернышова, вероятная смена правительства, а также очередная попытка убрать с поста главы разведки Кирилла Буданова. В западной прессе вновь критикуют главу Офиса президента, правую руку Зеленского, Ермака, который, вероятно, стоит за всеми этими громкими делами. Британские журналисты считают, далее цитата, «жесткая дворцовая политика не новость и не неожиданность в стране, испытывающей тяготы 3,5 лет войны. Было бы удивительно, если бы измотанное руководство Украины не централизовало принятие решений. Но масштаб бедствия страны с ухудшающейся с каждым днем стратегической ситуацией делает сосредоточенные и дисфункциональные структуры власти опасными». Конец цитаты. Опасность для Украины в том, что при текущем положении дел страна рискует столкнуться с глубоким политическим кризисом и стратегическим блужданием. Растет озабоченность по поводу того, что многие видят как движение к авторитаризму, одним из примеров которого является использование исполнительной власти для запрета врагам и соперникам участвовать в общественной жизни. Китайский удар по Франции репутационный. Французская разведка заявляет, что Пекин развернул настоящую информационную войну против самолетов «Рафаль», главного экспортного хита оборонки Франции. После боев между Индией и Пакистаном в мае, где впервые в истории «Рафаль» был сбит, Пекин якобы начал активно топить репутацию французского истребителя через соцсети, посольства и фейки. Об этом пишет Associated Press. Издание напоминает, что по заявлениям Пакистана были сбиты 5 индийских самолетов, включая 3 «Рафаль». Париж опровергает, признает лишь одну потерю. Но удар по имиджу уже нанесен. По данным французской разведки, дипломаты Китая лично убеждали другие страны отказаться от покупок «Рафаль» и выбрать китайские самолеты. Особенно давили на Индонезию, где уже заказаны 42 машины. Китайцы уверяли, «Рафаль» переоцененный и устаревший, а в соцсетях параллельно с этими заявлениями появлялись вирусные посты, сгенерированные изображения с предполагаемыми обломками «Рафаль», контент, созданный искусственным интеллектом, и видеоролики из видеоигр для имитации боев. Китай все отрицает, мол, это все сплетни и вбросы, но в Париже уверены, это не просто атака на один самолет, а удар по всей французской оборонке, по ее репутации и влиянию в Азии. На кону миллиарды евро и влияние в Индо-Тихоокеанском регионе, где Китай все активнее тянет одеяло на себя, а Франция пытается укрепить свои позиции через поставки техники и стратегическое партнерство, пишет западная пресса. Белорусов готовят к боевым действиям. Об этом в эфире Воин ТВ заявил командир смешанной авиационной базы. В республике подвели итоги масштабных летно-тактических учений. Говорят, что в рамках этих учений авиация била и поражала технику условного противника, противостояла системам ПВО. В учениях участвовали новые вертолеты Ми-35, которые Беларусь получила от России. Это модернизированная версия боевого вертолета Ми-24. Кроме того, в ведомстве Хренина заявили, что в авиаучениях приняли участие и молодые пилоты, на которых сейчас и делается ставка. Жизнь не стоит на месте, людей надо готовить, надо вводить в строй. Подготовленных к боевым действиям должно быть 100% авиационного персонала нашей базы. Основную роль в учениях будет играть новейшие вертолеты Ми-35, которые мы получили недавно. Тем временем в Украине заявляют, что опасной активности на украинско-белорусской границе в настоящее время нет. Но это не повод расслабляться, уточняют в Госпогранслужбе Украины. Там говорят, что пока Минск союзничает с Кремлем, угроза повторного нападения с белорусской территории остается высокой. Еще один повод для пристального контроля за кордоном – российско-белорусские учения «Запад-2025», которые пройдут в сентябре.
Напомню, месяц назад в Минобороны Беларуси заявили, что основную часть учений перенесут вглубь страны, как заявлялось, с целью снижения напряженности в регионе. И напоследок не о войне и политике, а о жизни. Дом дешевле чашки эспрессо. В Италии продолжается распродажа домов за 1 евро, но при выполнении ряда условий. Издание Daily Mail пишет, что супружеская пара из Британии приняла участие в государственной программе «Дом за 1 евро», цель которой – оживить вымирающие города. Парочка купила дом в Муссамелле, живописном средневековом городке в самом сердце Сицилии. Однако в дом нельзя зайти и жить. Согласно требованиям, его необходимо реставрировать в течение 3 лет. Кроме того, покупатель обязан подать проект реконструкции в течение года, соблюдать исторический стиль фасада. Несмотря на привлекательную цену в 1 евро, итоговые расходы на такие дома в среднем составляют от 10 до 50 тысяч евро. Британцы Салли и Мартин Булл купили 3-этажный дом. После ремонта у них будет 2 спальни с ванными комнатами, гостиная open space и кухня мечты. Муссамелли, расположенный в 60 милях к югу от Палермо, один из многих сельских городков Италии, продающих заброшенное жилье за 1 евро. Программа Case A1 Евро началась в 2008 году в городе Салеме на западе Сицилии, чтобы оживить общину и восстановить центр. В последние годы многие отдаленные и живописные городки и деревни Италии практически опустели, так как молодежь уезжает в больший город или за границу. Из-за низкой рождаемости и эмиграции молодых итальянцев в поисках работы население Италии – одно из самых стареющих в Европе. Друзья, хорошего вам дня. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Оставляйте также свои комментарии под этим видео. И я напомню, новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.